Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня у нас с вами Marvel Snap, и мы начинаем. Я представлю колоду, которой дал название «Факел». Ключевой картой является Человек-факел, вот она. Если эта карта перемещается, ее сила удваивается. А теперь, как же ее раскачать достаточно сильно? Ну, для начала, чтобы стать легендой игры, нужно умереть. Поэтому мы убиваем нашего человека-факела. Для этого у нас есть два уничтожителя в колоде. Это Карнаж, Дедлук. Если вам покажется этого мало, вы можете добавить еще и Веном, например, вместо Халкбустера. Халкбустер это так. У меня просто нет Венома, поэтому я вкинул Халкбустера. Дальше. После того, как мы расправляемся с нашим главным героем, мы можем его воскресить с помощью силы Феникса. При раскрытии воскрешает одну из ваших уничтоженных карт и объединяет с ней. Но карта может перемещаться на каждом ходу. Это очень круто. Каждый ход, после четвертого хода, мы сможем двигать нашего человека-факела. И таким образом раскачивать. Дополнительным передвижением для него будет Доктор Стрэндж. И есть комба вместе с Доктором Стрэнджем, это Грандмастер. Доктор Стрэндж перемещает на локацию, на которую вы разыгрываете Доктора Стрэнджа, самую сильную карту, а Грандмастер перемещает карту со способностью при раскрытии, которая находится здесь, в центральную локацию и снова активирует ее способность. Таким образом, Доктором Стрэнджем мы можем сразу дважды дать перемещение. В случае, если нам не заходит Человек-факел, есть запасной главный герой, это будет у нас Множитель. Множитель, если сыграть по такой же стратегии, получит вместе с воскрешением 8 статов. И его сила в том, что он оставляет после себя копии. Вы сможете забить локации множителями по 8 силы. В этом также может серьезно помочь Доктор Стрэндж. Iron Fist здесь играется идеально перед розыгрышем силы Феникса, тогда сразу со старта идет перемещение. Блинк нужна для того, что если вам не зашла карта, например, Сила Феникса или Трибунал, вы можете что-то более дешевое, это Magic, тот же Iron Fist или же Карнаж заменить на карту из колоды, да, и попробовать вытащить то, что ищем. Трибунал нужен для Феникса, для Человека-факела. Почему? Потому что Человек-факел наберет в себе целую кучу статов, но они будут на одной локации. А Трибунал распределит его силу на все три. Magic дает нам дополнительный ход. Дополнительный ход это первое, возможность найти нужные карты, еще одна. И второе это дополнительный ход для перемещения. Так, вроде бы по всем картам прошелся, вроде бы все сказал. Тогда начинаем. Начинаем проверять колоду в рейтинге. Колода очень интересная, очень фановая, имеет как бы две ветки развития, два способа игры. И незаход – это самая большая проблема, с которой можно столкнуться. Но пока выглядит все приятно. У нас есть и Человек-факел. Кстати, если бы карты раскрылись раньше, то противник бы сам уничтожил нашего факела, и нам уже не обязательно было добивать его. Нам нужно было бы подыскать просто воскресителя.
Ну, давайте сразу сделаем себе седьмой ход. Седьмой ход нам нужен. Wind, aid my hand. Здесь у нас Iron Fist, которого можно сыграть, но насколько это типа эффективно, не знаю. Opponent snapped. Ладно. Будем надеяться, что сейчас нам зайдет либо Феникс, либо Факел. Блинк тоже, кстати, подойдет. Комба с Доктором Стрэнджем и есть Феникс, как раз это хорошо. И он со старта переместится благодаря нашему Айронфёсту. Но мы потеряли седьмой ход, потому что противник перебил нашу локацию своей. И сейчас у нас последний ход, в который нам нужно что-то как бы придумать, выкрутиться, что-то сделать. И какие здесь могут быть предложения? Переместить человека факела вправо. Здесь карты разыгрывать нельзя, там он, скорее всего, уже сольется. Дальше сыграть Доктора Стрэнджа в центр. И сыграть на него блинк. Это может сыграть очень круто, потому что мы можем сейчас найти в колоде 3 карты. Мы можем сейчас вытащить трибунал. Вот я к чему. Конечно, 28 Феникс это не самая крутая раскачка. Точнее, будет не 28, будет немножко больше, но... Вот так. Victory. Не могу назвать этот розыгрыш идеальным, но основная стратегия здесь соблюдалась. Колода мне нравится, да, она вам не гарантирует прям стопроцентные победы, что вот так вот залетели и побеждаем, побеждаем, потому что есть незаходы, но на ней играть реально в кайф очень интересно. А сейчас у нас уже есть карта. Главный герой номер 2, есть у нас воскрешение. Главное найти убийцу. После третьего хода добавляется скала на сторону. Нам нежелательно иметь скалу здесь. И сюда же я сейчас вкину Халкбустер. И только потом уничтожу. Только потом уничтожу. Или можно уничтожать прямо сейчас. Секунду, давайте подумаем. Ну да, лучше уничтожать прямо сейчас. И тогда у нас будет просто хотя бы лишний ход для перемещения, если что-то. Халк-бустер это уже так, дополнительно.
А на пятом ходу можно сыграть Magic и как раз бустера. Сейчас, если мы сыграем бустера, то у нас будет 11. Если мы переместим, а потом сыграем бустера, давайте так, давайте переместим и потом сыграем Халк бустер здесь. На следующий ход у нас играет Трибунал. Или Доктор Стрэндж с Грандмастером. Сейчас посмотрим. Кстати, можно здесь просто сыграть Доктора Стрэнджа. Почему? Потому что Доктор Стрэндж Грандмастера может Magic нам закинуть в центр. Трибунал нам, возможно, и не нужен будет. Вообще. И у противника тоже достаточно интересная колода. Сейчас мы имеем 3 карточки и силы 11, которые будем дублировать. Даже 4. Все, нам трибунал тут не нужен, мы играем просто через 11. Вот так. Тасуем их. И мы должны победить. На последнем ходу, имея 8 энергии, мы не разыгрываем ни одной карты.
Достаточно жирные локации у нас получились. 35, 35 и 27. Очень круто. Victory. Ну давайте попробуем еще разочек. Есть у нас Феникс, есть Уничтожитель, есть Множитель, есть седьмой ход. Выглядит очень серьезно. Вот вопрос только через кого играть. Через Феникса или через Множитель. Через Феникса нужен Трибунал. А, ну да. Это сила Феникса, это у нас не факел. Так что играем через Множителя 100%. Давайте сюда. В центр мы будем закидывать Magic. Можно уничтожить, да, и потом на следующем ходу уже воскрешать. Вау, если будет разыграна карта, карта сменит сторону. Ой, нет, 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 совершенно не это хотел сделать. Я хотел воскресить нашу карту. Играть через Доктора Стрэнджа. Ну да. Сейчас, даже если Доктор Стрэндж сменит сторону, ничего страшного. I am Iron Man.
Теперь у нас есть Грандмастер, но особого смысла от него нет. Не-не, давайте. Так, давайте посчитаем в перемещениях. Один раз переместить. Остается один слот. Короче, играем Халк Бустер по центру. На следующем ходу. Ага, противник сдается. Victory. Едем дальше. Все-таки пока вроде колода показывает положительный винрейт, несмотря на ее сложность в розыгрыше. Отлично. То есть вот эта локация нам позволит сразу переместить нашу воскрешенную карту через Феникса. Но просто пока карты, которые нужно воскрешать, не зашли, зато уже есть чем убить. Так. Можем сейчас сыграть опять через множитель. Но неизвестно, что за локация будет по центру. Можно сделать 7-й ход сразу. Opponent snapped. Давайте сделаем 7-й ход сначала. What a game! В следующий ход играем Deathloop. Нам даже Iron Fist Definitely need to change my underwear. по факту не нужен. Конкретно в этом розыгрыше, конкретно сейчас.
What a game! Кстати, у противника тоже интересная колода. Он также пользуется грандмастером, но для раскачки своих веномов. К сожалению, уже аж 6-й ход, а мы особо не развились, так сказать. Всего 2 восьмерочки. Как же их сделать сильнее? Так, но это вряд ли поможет на самом деле. Snap. Hail Hydra! Да. Это поражение. Только сказал за неплохой винрейт, и сразу мы проиграли. Хотя, если бы сделали ставку, ну, я бы 44 очка не догнал в любом случае. Что ж, давайте попробуем еще разочек. Кстати, пишите в комментариях, как вам понравилась колода и изменения, которые бы вы привнесли. This just in. Случайная карта. Так, это черная вдова. Нам она не подходит. Играть через множителя чуть более надежно, потому что там не нужен трибунал. Через Человека-факела трибунал практически обязателен, поэтому... Ой-ой-ой. Это прям грустно. Если сейчас сыграть Халк-бустер на нашего Человека-факела, то он вместе с Человеком-факелом перепрыгнет на другую сторону. Поэтому можно пожертвовать нашим множителем. Но с другой стороны, можно просто Magic подождать. Ну, давайте пожертвуем множителем, давайте. Секундочку. Так, потом будет 4-й ход.
Давайте сделаем так. Очень прикольно. Уже можно играть трибунал. А можно сыграть Халк Бустер плюс Веном. Точнее, Карнаж. Doom rules all. Opponent snapped. Играем перемещение и... Пока находится в руке, мы не берем карты. Это очень печально. Вот так. Нет, неправильно. Сначала трибунал, а затем вот это, чтобы потом, если что, блинком этот -1 поменять на что-то более полезное. The mystery intrigues me. И там сейчас, скорее всего, должен выпрыгнуть Доктор Стрэндж. Кстати, есть еще один вариант, что это будет We are the future. Deadlook. И тогда это будет очень грустно. Да. Это, ну, хотя это просто плюс 5 очков к локации. Не прям уж плохо. Хорошо, что там не было карт. Есть победа. Хотя можно было бы еще 2 раза качнуть точно, если бы мы сыграли нашу комбу Доктор Стрэндж плюс Грандмастер. Это получилось бы 160. 160 очков в одной карте. Я считаю, это мощно. Поздравляю с победой, дорогие друзья. Мы продолжаем. Я думаю, еще 1-2 игры, и на этом будем завершать. Пока не играем ничего. Снова не играем ничего. Если хотя бы сейчас зайдет Magic, уже будет хорошо. Magic нам не заходит, и вся прелесть в том, что нам приходится играть карту, иначе мы не сможем больше брать. Максимальное количество карт в руке — это 7 штук.
А ну-ка, что ты вытащишь? А, ну да, это же легендарно. Это у нас заменяет обе колоды на случайные карты. Как я мог забыть? Тогда играем Блинк. Здесь наша колода уже явно не сыграет никакая комба, так как все превратилось в абсолютный рандом. Но сдаваться от этого я не планирую, будем играть. Доктор Стрэндж там не сыграет. Блин. Эту карту пофиг, эту можно клеить туда. Кстати, трибунала можно сейчас запихнуть на правую локацию. Сможем ли мы победить таким образом? Наверное, нет. Наверное, нет. Слишком жирный у противника Веном. Oh, snap! Противник задумался, можно снэпнуть. Да, трибунал тут нам не помогает. The mystery intrigues me. Сколько же нам не хватило так? Тут 6 очков, а тут 7 очков. По сути, не хватило всего лишь одного поинта для ничьи и 2 для победы. Это было на самом деле ближе, чем казалось. Эту игру читать за рейтинг колоды нельзя, так как колода была заменена на совершенно другие карты. Поэтому мы сыграем еще одну. И нашелся нам соперник
Со старта разыграть ничего нельзя, но уже радует, что есть Magic, есть уничтожение. Осталось найти жертву и воскрешение. Ну, Грандмастер это не критично. Он, конечно, в хорошей комбе участвует, но совершенно не обязательно. Так. Давай играть на множителях. Тут нам и получается и ход 7 прям не обязательно, и трибунал не обязательно. Главное уничтожить и воскресить. Но сейчас можно вот так сделать и перебить противнику поставление дополнительной энергии, так сказать. В данном случае Deadlook смотрится сильнее на 1 единичку силы. Поэтому играем его. И нам теперь нужно найти какое-нибудь воскрешение. Воскрешение у нас только одно, это сила Феникса. И, кстати, можно прямо сейчас это и попробовать организовать таким вот хитрым способом. На 6-м ходу, значит, делаем такую хитрую манипуляцию. Вот так. И снэпаем. Ой, противник не дал. Не дал доиграть, очень жаль, очень жаль. Это было бы очень красиво. Что ж, на этой ноте я предлагаю закончить видео. Всем спасибо за внимание, за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, предлагайте свои варианты колод, играйте в хорошие игры. Всем спасибо, всем пока.